Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе сразу несколько тем вызвало много вопросов. Почему число людей без работы уже близко к 3 миллионам, и эксперты спорят, временно ли это? Что за судебные дела ждут Министерство здравоохранения и почему старые контракты по закупкам масок снова оказались в центре внимания? Какие планы бюджета на ближайшие годы готовит правительство и к чему это приведет? Почему тысячи мест для стажеров пустуют и что об этом думают работодатели и профсоюзы? И как изменился интерес к электромобилям в Германии, кто покупает их все активнее и что происходит с настроением на рынке? Разберем эти события по порядку и попробуем понять, как они могут повлиять на жизнь каждого. Чтобы не пропустить новые выпуски о Германии и Европе, можно нажать кнопку «Подписаться», так они не потеряются. Итак, в июле число официальных зарегистрированных безработных в стране выросло до 2 миллионов 979 тысяч человек. Это, внимание, на 65 тысяч больше, чем в июне, и на 171 тысячу больше по сравнению с июнем 2024 года. Таким образом, уровень безработицы увеличился на 0,1% пункта и достиг 6,3%. Резкий сезонный рост эксперты объясняют началом летних каникул. Завершилось множество учебных и профессиональных контрактов, и не все молодые люди смогли сразу трудоустроиться. В группе до 25 лет количество безработных увеличилось более чем на 28 тысяч человек. Наибольшие показатели безработицы остаются в таких городах, как Бремени 11,8%, Берлине 10,3%. Самые низкие уровни в федеральных землях на юге – это Бавария 4% и Баден-Вюртемберге. Аналитики и представители власти предупреждают, в августе число безработных может впервые превысить отметку в 3 миллиона человек, чего не происходило с февраля 2015 года. По мнению эксперта из Института исследований в области занятости, это может оказаться кратковременным явлением и уже осенью возможен разворот тенденции. Однако глава федерального агентства ожидает улучшения лишь к осени 2026 года. Она считает, что экономические меры должны сначала вступить в силу, чтобы их эффективность проявилась на рынке труда. Число вакансий рабочих мест сократилось до 628 тысяч, что на 75 тысяч меньше, чем в прошлом году. В июле пособия по безработице получили 991 тысяча человек. Также около 3 миллионов 877 тысяч человек трудоспособного возраста имели право на выплаты по программе гражданского дохода, включая тех, чья заработная плата оказалась недостаточной для проживания. Союз профсоюзов и бундестаговские организации выразили обеспокоенность. Представители Союза заявили, что почти 3 миллиона безработных – это слишком много, и призвали укреплять агентство по трудоустройству и усиливать программы переобучения. Президент работодателей потребовал переориентировать политику занятости. Главным приоритетом должна стать активная помощь в трудоустройстве. А теперь неприятная новость для министра Германии. Федеральный Верховный суд Германии намерен еще в течение 2025 года рассмотреть 6 из 7 текущих дел, связанных с закупкой медицинских масок Федеральным министерством здравоохранения во время пандемии. Об этом сообщил официальный представитель суда. В данных делах речь идет о так называемых жалобах на отказ в допуске к апелляции, поданным либо министерством, либо поставщиками масок. Первые инстанции изначально не допускали ревизионную комиссию к решениям, но стороны стремятся пересмотреть дела на высшем уровне. Источником конфликтов являются поставки масок, проведенные через упрощенную процедуру в 2020 году. Некоторые поставщики выиграли тогда тендер, однако министерство до сих пор не расплатилось по ряду контрактов. Причину неоплаты включают задержки с доставкой, якобы качество продукции и якобы высокие цены. В одном из случаев сумма требований превышает, внимание, 85,6 миллиона евро, а с процентами свыше 120 миллионов евро. Если суд примет жалобы, он сможет проверить правомерность решений нижестоящих судов. Один из 7 процессов уже допущен к обзору на обеих сторонах, а решение по нему ожидается в первом квартале 2026 года.
Таким образом, ключевые вопросы – законность отказов в оплате и условия сделок могут быть решены в ближайшие месяцы. Решения Федерального Верховного Суда Германии могут стать прецедентом для аналогичных споров и оказать влияние на финансовое регулирование подобных закупок в будущем. А теперь от продолжающихся до сих пор историй с масками к экономическим новостям Германии, которые могут затронуть бюджет каждого. Итак, министр финансов Германии Ларс Клинбаль, Социал-демократическая партия Германии, представил проект федерального бюджета на 2026 год и финансовую перспективу на период до 2029 года. В 2026 планируются расходы в размере, внимание, 520,5 миллиардов евро. Это на 3,5% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом дефицит бюджета составит, внимание, тоже около 174 миллионов евро, включая кредиты в ядре бюджета и средства из специальных фондов для инфраструктуры и обороны. Согласно расчетам, в 2027-2029 годах сумма бюджетного дефицита достигнет 172 миллиардов евро, разделенных на 34 миллиарда евро в 2027, 64 миллиарда в 2028 и 74 миллиарда в 2029 году соответственно. Клинбаль отметил, что эти миллиардные дыры не могут быть закрыты только за счет роста экономики, а потребуется комплексный подход. При этом министр заявил, что не исключены и налоговые меры, внимание, включая возможное повышение налогов или даже новые виды налогов. Он указал на возможность введения цифрового сбора для крупных технокомпаний как пример направления, по которому возможно движение в будущем. Одновременно Клинбаль подчеркнул, что для малых и средних доходов сохраняется политика налоговых льгот, предусмотренных коалиционным соглашением. Однако он добавил, что повышение налогов на более обеспеченных или в других областях не исключено. Министр заявляет о необходимости общего пакета мер для закрытия финансового разрыва бюджета, включающего как сокращение, так и дополнительное поступление. Это предполагает пересмотр субсидий, усиление борьбы с налоговым мошенничеством, в том числе через продление сроков хранения банковских данных, и обязательную реформу, внимания, в социальных сферах. И еще одна важная новость – это на рынке профессионального образования Германии растет число свободных мест для стажеров. По данным отчета о профессиональной подготовке за 2023 год, около 73 400 вакансий остались незаполненными. Это на 6,6% больше, чем годом ранее, и на 38% выше уровня 2019 года. По оценке Института исследования рынка труда и профессий, более трети всех предложений работодателей, а именно 35%, оказались без кандидатов на вакантные должности. Особенно проблемы наблюдаются в малых предприятиях и сервисных профессиях. Несмотря на рост числа заключенных договоров, многие молодые люди остались без стажировки. Около 26 400 ищущих не нашли подходящего места, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, диапазон несоответствия между предложением и спросом усиливается. Компании жалуются на нехватку качественных заявок, особенно в таких сферах, как строительство, логистика и торговля. Со стороны работодателей звучит критика, и почти 50% предприятий отмечают дефицит квалифицированных кадров, часто из-за слабых навыков чтения, письма и дисциплины. Также проблемы создают неактуальные каналы привлечения. Компании продолжают искать кадры, внимание, через Facebook, в то время как молодежь активна в TikTok, YouTube и Snapchat. Последствия ощутимы. Из-за нехватки учащихся предприятия вынуждены сокращать ассортимент, отказываться от заказов или даже сокращать часы работы предприятий. Особенно это сложно для малых бизнесов. Эксперты и профсоюзы призывают улучшить профориентацию, снизить бюрократию, повысить привлекательность обучения и адаптировать маркетинг компаний к современной аудитории. И еще одна новость, которая показывает, что происходит на рынке электромобилей в Германии. Рост интереса частных покупателей к электромобилям наметил неожиданную тенденцию. Во втором квартале 2025 года
5,5% всех замен частных автомобилей произошли с переходом от двигателей внутреннего сгорания к полностью электрическому приводу. Это примерно на треть больше, чем в первом квартале – 4,1%, и уровень, который ранее наблюдался лишь в конце 2023 года до окончания льготной поддержки. Таким образом, доля электромобилей в автопарке частных владельцев выросла до 3,2%, что стало самой высокой суммарной долей за более чем год. Наряду с ростом числа автомобилей меняется и настроение. Впервые большинство, 48%, оценивает электромобили как хорошие или очень хорошие, в то время как отрицательное мнение выразили 45% опрошенных. Раньше преобладала негативная оценка. Увеличение интереса особенно заметно среди молодых и тех, кто много ездит. 65% людей до 40 лет относятся к электромобилям положительно, а всего это 3% в начале 2024 года. А среди водителей с пробегом свыше 20 тысяч километров в год позитивные оценки выросли с 29% до 54%. Региональные сдвиги тоже впечатляют. Лидируют в росте приватного электропарка федеральные земли Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония, в то время как традиционный автопромышленный центр Баден-Вюртемберг впервые опустился ниже тройки регионов с наивысшим уровнем частных электромобилей. Большинство опрошенных, 60%, считают, что и поддержанные электромобили следует включать в государственную систему поощрений, и каждый третий сказал, что это повлияло бы на его личное решение о покупке. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.